Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же будет ваша будущая жена? Давайте-ка заглянем, попробуем ее описать. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Итак, смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ух ты, какой у вас судьбоносный шанс на пороге. А смотрите, опять император. Ну и смех и грех просто. Постоянно вы император, сильный. Вы вообще, посмотрите, как бы вам сейчас вот тяжело не было. Вам сейчас тяжело может проигрываться у некоторых, что непростой очень период. Но тем не менее, опять же, вы выпадаете император. То есть у вас, понимаете, какая ситуация? Вы сильный мужчина, но которому сейчас тяжело. Тяжело морально, тяжело душевно, тяжело даже физически, может быть, да? Вот давайте уточним, почему тяжело. А потому что одиноко, потому что больно, потому что нет рядом женщины, да? Женщины, с которой у некоторых может быть даже проигрываться, что хотелось бы вернуть все назад, но вы понимаете, что это не вернешь уже, потому что так, как раньше, уже не будет, уже совершенно другая жизнь, новый этап. Может проигрываться тотальное одиночество, состояние тотального одиночества. То есть, видите, у нас с одной стороны вы сильный, но одинокий человек. Вот да, вот грустно, печально так звучит. Сильный мужчина, которому плохо. Сильный мужчина, который разочаровался в жизни. Сильный мужчина, у которого сейчас нет ближайшей такой вот подруги сердца, так скажем, да, у которого нет женщины, на которую можно опереться. Но опять же, у нас в начале расклада идет, что вы стоите на пороге нового вот судьбоносного шанса. Это будет начало вашей жизни, это начало вообще, может быть, переворотом всей вашей жизни. Начиная от того, что это будут новые отношения, что это будет, может, даже новая работа проигрывается, смена места жительства, вообще жизненного уклада. Ну, то есть у каждого это будет по-своему. Но то, что вы вот даже сильный мужчина, да, вы сильный вообще по природе и морально, духом вы сильный, вы такой силач. Кто-то, может быть, даже из вас и внешне выглядит таким вот высоким, красивым, здоровенным, да, вот. Итак, смотрим дальше. То есть личной жизни я сейчас вот на данный момент я вот не вижу. Может также проигрываться у некоторых из вас, что довольно такое вот упадническое настроение, когда ну не хочется вообще реально ничего, просто состояние тотального одиночества. Вот нет женщины рядом, может что-то не клеится в жизни, может, знаете, вот когда жизнь пошла совсем не так, как хотели, вот утрата женщины, это может быть те же боль и горечь обманутых надежд, да, вот, ну то есть вот такое может еще проигрываться состояние. Давайте-ка посмотрим, что же будет дальше, что же будет, какая же будет ваша женщина, ваша будущая жена, которая станет, да. Вот еще какой-то период, я вам скажу, вы еще погорюете. Вот у каждого будет проигрываться это по-своему, но однозначно вот будет период, когда вот этому сильному человеку плохо. То есть на личную жизнь вы как бы забьете, грубо говоря, да. Какой-то период вам нужно будет и переосмыслить. У кого-то это будет и работа над собой, это будет работа над ошибками. Некоторые из вас могут вообще как-то отрешиться, что ну, не будет хотеться в ближайшее время отношений, потому что нужно пережить вот этот период. Особенно это касается тех, кто недавно разошелся. Я уже не раз говорила, что это нормально, вот психологически это нормально, когда люди расходятся, и есть вот период, когда вообще нет отношений. Так должно быть, потому что вот это клин клином, это вообще не то.
Так делать ни в коем случае нельзя, когда вот некоторые думают, я заведу себе новые отношения, новую женщину, да, и забуду прежнюю. Нет, не забудете. Должен пройти период горевания, период какого-то вот страдания даже своего рода, да, когда поулягутся ваши страсти, когда эмоции поулягутся, злость, злость на всех женщин может быть у некоторых. Ну, то есть вот этот период, он нужен, потому что если вы, я уже говорила не раз об этом, но, может быть, кто-то не слышал, я еще раз вам повторю. Если вот кто-то думает клин клином, да, вот войду сразу же в новые отношения, ну, как правило, такие отношения ничем хорошим не заканчиваются. Можно испортить жизнь и той, и другой женщине, которая может по-настоящему в вас влюбиться, может иметь какие-то планы, а у вас серьезных планов не будет. Потому что это всего лишь ваш клин, да, вот это та женщина, с помощью которой вы хотите забыть свою бывшую любовь. Пока мужчина не отпустит бывшую женщину из сердца, из головы, никогда вы не сможете тогда построить новые отношения. Но такая ваша психология мужская, хотите вы этого или нет. Не может быть в сердце у мужчины две женщины. Вот когда вы освободите сердце и душу свою, да, мысли свои от бывшей, только тогда вы сможете вступать, пробовать там новые отношения. А так просто заводить, вы понимаете, что вы будете подсознательно сравнивать с бывшей вот эту вот новую женщину, которая будет клином. И причем сравнение может быть как раз в пользу бывшей. Это может быть и фигура, и внешность, и как она что-то делает, и тот же интим, ну все что угодно может быть в пользу бывшей. И тогда еще хуже вы сделаете сами себе. Поэтому я ни в коем случае не рекомендую вам сразу же вступать в новые отношения, если вы вот только-только разошлись, либо же очень маленький период прошел. Хотя у некоторых может так быть, что вы, допустим, уже у кого-то и месяцы прошли, не один месяц прошел, а вы не можете забыть. Душа болит, а сердце плачет, и вы не можете бывшую забыть. Тогда не нужно, хоть и полгода, да, есть случаи, что люди вообще год целый не вступают в отношения. Ну, как бы каждый, конечно, будет делать свой выбор сам, но я вам, как психолог, я вам не рекомендую такого делать. Вы испортите жизнь другой женщине и сами счастья не обретете. Вот так. Поэтому смотрите, еще какой-то период вы еще погорюете. Период такого вот своего рода одиночества. Но я не думаю, что он будет затяжной. У каждого, конечно, он по-разному будет проигрываться. В вашей жизни появится новая женщина, с которой вот наступит, знаете, вот какой-то период облегчения, что ли, вот период просветления. Вот вы, как я говорила в начале расклада, вы стоите на пороге глобальных перемен. Но вот именно после периода затишья, после вот этого небольшого периода, который вам обязательно нужно пережить. Будет новая женщина, с которой, вот, знаете, как будто мысли из черных станут более светлые. Вот она вас в чем-то даже перестроит, она вас научит вот какому-то позитиву. Она очень легкая, скорее блондинка проигрывается. Она моложе вас, она очень легкая, очень веселая, коммуникабельная, с ней легко. Вот вы с ней познакомитесь, да, вот она будет вашей будущей женой. С ней настолько легко, вот вы превращаться будете с ней вот в мальчишку, просто в мальчишку. Посмотрите, у нас судьбоносная карта даже выпадает. Вы будете безумно ревновать ее. Вы будете с ней много ездить, много путешествовать. Я не говорю, что это прям за границу. Это может быть где-то там, я не знаю, даже там в округе где-то. Но я имею в виду, вот будете на какие-то экскурсии, может быть, ездить. Даже по месту. В каждом городе все равно можно найти какие-то экскурсии, развлечения, пикники, природа, да. Ну, то есть с ней у вас очень активный образ жизни начнется. Вот до нее, вот вы, несмотря на то, что вы сильный мужчина, но вот вы чахли. Вот вы чахли, да, вот вы переживали, страдали. С ней на 180 градусов ваша жизнь перевернется. Причем так перевернется, что ого-го.
У вас будет опасение, чтобы она только не ушла. Вот настолько вам будет с ней классно, комфортно. У вас будет потрясающий секс с ней. Она женщина еще та зажигалка. Вот она из тех женщин, у которых голова никогда не болит. Она готова всегда и везде. Она очень умелая в этом деле. Вот с ней будет у вас и интимная гармония, и душевная гармония, что немаловажно. И будет некоторый вот страх, только бы не потерять. Вот вы будете готовы, знаете, вот как вот цепной, ну, извините за такое сравнение, да, вот как, допустим, там, ну вот в селах, да, в деревнях, вот цепные псы, и не дай бог кто-то чужой заходит, да, все, они в штыки, они на дыбы становятся, они готовы защищать свое. И вот вы будете вот защищать свое. У вас будет безумная ревность, у вас будет готовность, насколько ее защищать. Вот знаете, такое ощущение, что проснутся все ваши мужские инстинкты защитника, охотника, завоевателя. Вот насколько вот она вас перевернет, вы готовы будете горы сворачивать ради этой женщины. Но другого вы никого не допустите. Вы настолько будете стоять, вот как в обороне, не дай бог кто-то посмотрит на вашу женщину. Это опять же ваши инстинкты. Очень, очень щедрым вы будете с ней. Она будет, знаете, вот она не будет прихотливая к деньгам. У нее деньги есть. У этой женщины она и зарабатывает. Она не какая-то там, я не знаю, которая живет на улице. Не хочу этим словом называть. То есть у нее все есть. Она финансовая, она материально обеспечена, она классная, она легкая. Но в то же время она не охотница за деньгами. И это очень большой ее плюс. Многие мужчины, особенно в наше время, опасаются таких женщин корыстных. Ну, я думаю, вы прекрасно об этом все знаете. Поэтому вы с удовольствием будете и вкладываться в нее, несмотря даже на то, что вот вы в прежних отношениях, вы пережили много чего, связанного с финансами. Я вижу, что у вас были и обман, были и предательства, были и те же манипуляции с деньгами. Да, я просто не хочу сильно туда влезать, не хочу никого особо травмировать. Но тем не менее, вы будете все равно также вкладываться и в новую женщину, но она достойна этого. Вот она реально достойна быть вашей реально музой. Причем вот у вас по деньгам будет все очень хорошо. Даже если сейчас у вас у кого-то какой-то кризис, финансовые проблемы, вот может проигрываться, либо же вы работу новую найдете, да, либо же вам доплата какая-то, может быть, премия будет. Ну, то есть финансовое положение у вас будет в шоколаде все, у вас будет все классно, поэтому даже не расстраивайтесь. Женщина, которая, знаете, вот, которая избавит вас от многих проблем. Вот у вас раньше вот была вот как бы головная боль, как жить дальше, будут ли отношения, да, получится ли и так далее. Ну, то есть тараканов у каждого полно своих, да, вот у каждого человека свои тараканы. Просто с одними тараканами можно мириться, а с другими нельзя. Поэтому вот она вас избавит, да, вот это станет ваша вот реально путеводная звезда. Она станет вашей женой, она станет вашей музой. Это будет ваша, ну как бы правая рука, что ли, да. Вот это и друг, и соратник, и жена, и мать, и любовница. Это все в одной женщине. Поэтому я абсолютно уверена, что каждый из вас достоин счастья, достоин такой женщины, чего я вам всем желаю. И обязательно помним, что настрой на позитив. Мы получаем то, во что мы верим. Так что ждите, ребята, ваша будущая жена, шикарная красотка, уже в пути. Скоро она будет с вами. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!